Почему нельзя было сделать город цельным без загрузок, если технически он реально уже сделан цельным без загрузок? Привет, в этом видео я разобрал начало игры Starfield. На мой взгляд, первые несколько часов этой игры собраны крайне неудачно, и именно из-за них игра получает вполне заслуженную критику игроков и негативные оценки. Для начала я хочу сформулировать цель своего видео. Я провел в игре около 60 часов и до сих пор ощущаю диссонанс между первыми впечатлениями от игры и всеми последующими. Первая моя реакция была, мягко говоря, неоднозначной. Но дальше игра во многих аспектах меня приятно удивила. Игра мне вообще понравилась, но ни мне, ни моим знакомым и, кажется, никому в интернете не понравилось ее начало. И особенно удивляет, в игре уже есть все необходимое для нормального срежиссированного интригующего пролога. Можно было сразу зацепить игроков и впечатлить их достоинствами игры, но Bethesda вместо этого бросила игрокам сразу в лицо все свои недоработки, все неудачные решения и швы в виде загрузок. Я хочу разобрать каждую сцену, каждый эпизод в отдельности и постараюсь показать, что сама игра в дальнейшем, она не такая душная, не такая неровная, как ее начало. Все гвоздики в крышку гроба хорошего настроения я буду отмечать вот таким символом и в конце подводя итоги, сосчитаем их количество. Итак, поехали. Первая минута игры. Игра про космос начинается не в космосе. Ты нажимаешь кнопку «Новая игра» и оказываешься в тесной темной лифтовой коробке. Лифтовой или лифтовой? Ну ладно. И ты не видишь ничего, кроме огромного чумазого лица своей начальницы. Уже на этом моменте допущена небольшая, но фундаментальная ошибка. Было бы правильно с первых секунд увлечь игрока демонстрацией каких-нибудь космических красот, которых в игре, кстати, очень много. Звезды, планеты, черные дыры, космические станции, корабли. Да что угодно будет лучше этих подземок, которых мы еще со времен Fallout 3 насмотрелись просто вдоволь. Меня вот лично от них уже тошнит. Но в игре даже нет никакой начальной заставки или кат-сцены. Возможность хоть немного погрузиться в лор этой вселенной у тебя появится минимум часа через 2. У игры при этом отличный визуальный стиль и есть все необходимое для красивой кат-сцены. Можно было бы легко сделать красивый кинематографичный пролет космического корабля, столкновение с астероидом или какую-то посадку на планету, вынужденную из-за непредвиденной поломки. Это такие самые банальные приемы, которые бы игрока немного бы заинтриговали и настроили на приключения. Эпизод 2. Гуляем по шахте и учимся пользоваться резаком, который потом можно выбросить и всю игру ресурсы не добывать. Это такая короткая обучающая сцена буквально на 5 минут. Огромный плюс игры в том, что ты реально можешь заниматься только тем, что тебе нравится. Поэтому я лично не добывал ресурсы вообще, а покупал их в магазине при необходимости. Не могу оценить, насколько данная механика вообще зашла игрокам, как часто ей пользуются. Ну, лично мне не очень, как я уже сказал, есть и есть. Теперь ты можешь не просто добывать хлам на свалках каких-нибудь, а еще добывать его на планетах или в каких-то пещерах. Еще на каждый кусок руды нужно примерно 5 секунд вот тратить, и мне это очень быстро надоело. Едем дальше. Завязка главного квеста. В глубине шахты детекторы зафиксировали гравитационную аномалию. Наша задача добыть источник этой аномалии и продать его неизвестному клиенту. И именно ты, новенький вахтовик-шахтер, который только что вроде прилетел, должен в одиночку пройти в этот свежеотрытый проход и взять эту светящуюся штуку в руки. Строить сюжет вокруг светящихся штук как бы можно, конечно, но я это где-то уже видел. Мне тут по случаю вспомнился старый сюжет Билла Мара, который вот обсмеивал фильмы Marvel и критиковал их за то, что у них все сюжеты крутятся вокруг нахождения какой-то светящейся штуки. После мягкого короткого бэт-трипа мы приходим в себя в шахтерской бытовке, и игра предлагает нам выбрать внешность и имя персонажа. Генератор внешности, кстати, прикольный, лица стали чуть-чуть живее по сравнению с Fallout 4. Затем мы выходим на поверхность этой планеты, все в порядке, все живы, здоровы, образец добыли, клиент скоро прилетит. Но тут мы ненадолго отвлечемся от завязки, потому что прилетают пираты, и начинается первая перестрелка и проблемы с искусственным интеллектом. Мы хватаем пистолет и бежим встречать незваных гостей. Кстати, красивые детализированные модели оружия и предметов — это реально одно из достоинств игры серьезных, которые многие отмечают. Как только пиратский корабль зашел на посадку, на этом моменте у меня сразу же упало разрешение сильно. Я бегал, прыгал, стрелял просто с отвратительным изображением, и в глаза еще сразу бросились вот эти проблемы с интеллектом врагов, да и твоих спутников тоже. У меня вот лично творился какой-то хаос. Я под градом пуль куда-то забегал просто в бок, прямо на глазах врага, и стрелял ему куда-то просто в ухо вправо, например, а он на меня вообще не обращал внимания. Лучшее, что делали боты, это прятались за укрытиями и из-за укрытий как-то перестреливались. Вот лучше бы эту сцену чуть-чуть заскриптовали, чтобы враги отсиживались возле своего корабля, ну и не смешили тебя сразу с первых минут своим умом. В дальнейшем, кстати, перестрелки становятся бодрее. Разное оружие, стелс, прыжки с бустпаком, разная гравитация на планетах. Все это добавляет динамики и разнообразия. Итак, мы всех перестреляли, пыль улеглась,
трупы пиратов осмотрены, продолжаем разбирать завязку сюжета, а именно обоснование для того, чтобы все бросить и отправиться в путешествие. Клиент очень рад нашей находке и многозначительно нам намекает, что наш трип это что-то очень важное. И тут внезапно нашу жизнь просто за 30 секунд переворачивают с ног на голову. Нам буквально говорят: ты больше не шахтер, ты теперь исследователь неразгаданных загадок вселенной. Ты прикоснулся к артефакту, так что забирай мой корабль, забирай моего робота, забирай вообще все, что хочешь, и лети прямиком в штаб-квартиру Constellation. Это вот эта организация главная в игре, смесь Индиана Джонса и НАСА, как говорил тот Говард. И наша начальница говорит: ну ладно, улетай. Судя по всему, тебя ждут великие дела. Такая завязка сюжета показалась мне уж какой-то слишком простой, безидейной и халтурной. Клиент просит робота Васка следовать протоколу Индиго. Это значит, строго к цели летим, без каких-либо отклонений. Запомним этот момент, потому что мы через пару минут к нему вернемся. Так, теперь разберемся с системой неполетов. Ровно до этого момента у нас не было ни одной загрузки, по крайней мере явной, вот с начала игры. Мы еще ничего не знаем об устройстве Fast Travel. Но красивый корабль стоит перед нами, игра про космос, и хоть один полет, но должен состояться. Но нам зачем-то сразу показывают, что все полеты — это какая-то иллюзия из набора локаций. Для перелета на другую планету нужно пережить 5 загрузок, то есть вход на корабль, взлет, перелет в другую систему, посадка на планету и выход из корабля. Справедливости ради, все это разбавляется неплохими сценами взлета и посадки, а в космосе тебе нужно открыть карту и выбрать точку назначения. Но для первого впечатления как-то уж слишком много швов. А вот что с полетами дальше в игре? Учитывая количество квестов и количество перемещений, которые тебе нужно сделать, вот лично я бы наверняка подзабил бы на вот эти реальные полеты, если бы они были, уже, наверное, на 10-й раз какой-нибудь. Понимая сейчас общую концепцию игры, что именно в ней есть, меня такая реализация уже не напрягает. Но было бы здорово дать возможность реально летать хотя бы в пределах одной звездной системы. Но об этом мы сейчас поговорим поподробнее. Мы с 2 загрузочками взлетели в космос, теперь можем летать на орбите планеты. И на том спасибо. Но мы сразу сталкиваемся с новой недоработкой. Дело в том, что ты быстро осознаешь невозможность куда-либо долететь, потому что ощущения движения нет вообще поначалу. Планета от тебя бесконечно далеко. Ты можешь вот лететь до нее часов 10, как многие в интернете уже снимают, и в конце тебя ждет, кстати, небольшой сюрприз. И вот какой смысл куда-либо лететь в бесконечно пустом космосе? Но ощущение движения в игре появляется, если тебя в этом околопланетном пространстве окружают другие объекты. Астероиды, какие-то космические станции, космический мусор, корабли опять же. В игре ты можешь облетать астероиды, прятаться за ними от кораблей, например, и врезаться в них на полном ходу. И в игре полно таких мест, в которых движение космического корабля твоего ощущается. Но для первого впечатления, для первого полета, Bethesda решила выбрать максимально стерильную локацию. А могли бы сделать хотя бы так, и было бы немного, но уже получше. Быстро освоив управление кораблем, в этой же локации нас атакуют пиратские корабли, и начинается наш первый космический бой. У меня лично этот бой выглядел странно, потому что я как будто стоял на месте и крутился вокруг своей оси. Это вот опять же из-за ощущения какой-то иллюзорности полета, вот лично у меня такие ощущения были. В дальнейшем бои становятся действительно разнообразнее. Тебя, например, могут сразу 4 корабля атаковать вражеских, и тебе реально приходится летать, облетать астероиды, маневрировать и продумывать тактику, потому что ты можешь, например, сначала уничтожить все мелкие корабли поддержки, а затем перейти к флагманскому кораблю, уничтожить только его двигатели, взять его на абордаж, убить всю команду и вообще угнать этот корабль и потом продать его в ближайшем порту. Пиратские корабли мы без проблем уничтожаем, и внезапно робот Васка шлет просто нафиг протокол Индиго и предлагает нам убить главного пирата, который объявил на нас охоту и как бы жить нам спокойно не даст. База этого главного пирата находится на другом спутнике этой же самой планеты. Долететь мы просто так не можем, поэтому открываем карту, 3 загрузки, и вот мы на поверхности новой планеты. Нас знакомят с местной фауной, предлагают помайнить ресурсы и зачистить базу. У меня вот эта часть каких-то особых эмоций не вызвала. Зверьки забавные, майнить ресурсы не захотелось мне еще в шахте. Мы доходим до базы. На ее внимательное изучение, чтение всех записок, взлом всех замков я потратил, наверное, час или полтора, и под конец мне вот стало реально душновато. Возможно, это моя ошибка, и надо было базу просто пробежать, но я просто вот внимательно читал все записки, взламывал все замки, вот значимости для сюжета почти никакой не было, и мне вот этот эпизод показался слишком затянутым. Все, мы с этим закончили, улетаем, и мы наконец летим,
в главное достижение человечества в этой игре — это город Нью-Атлантис. Мы приземляемся в этом прекрасном высокотехнологичном городе, и не успев отойти от космического корабля, мы упираемся в очередную загрузку. Нам показывают, что это огромный город, и он разделен на 4 локации. И вот первая локация, за вычетом пустого космопорта, представляет собой какой-то крошечный газончик из вот парка, кафе и магазина. В последующей части мне реально очень интересно послушать мнение экспертов, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях. Я уже давно смирился, что Bethesda именно из-за технических ограничений своего уникального движка не может делать вот эти огромные большие города цельными, без разделения на локации с загрузками. Я вот всегда думал, что именно по этой причине в Fallout 4 как бы большая карта, хотя она на самом деле небольшая, и вот этот маленький городок Diamond City. Но оказывается, что в Нью-Атлантисе ты можешь перемещаться и без загрузок по всему городу. Первая зона ограничена метро, а остальные 3 зоны ты можешь по ним гулять и без загрузок, и они реально большие. А с бустпаком ты даже из первой зоны можешь добраться куда угодно. А можешь вовсе выйти из города и пойти изучать планету, и все это без загрузок происходит. То есть технические ограничения тут ни при чем получается. И вот тут у меня вопрос к знатокам. Почему нельзя было сделать город цельным, без загрузок, если технически он реально уже сделан цельным без загрузок? Ну или хотя бы сделать первые локации вот побольше, чтобы ты мог разгуляться, и чтобы у тебя не было загрузка через минуту после выхода из корабля. Я вот этого так и не понял. Я, конечно, пока немного читал, но я лично сам проверил, вот я пропрыгал по деревьям на самый верх, и ты можешь вообще в любое место добраться в городе. И все NPC подгружаются, ты квесты можешь брать, там все работает. В общем, это не загадка Жака Фреско, но, загадка Тодда Говарда. Ну ладно, разбираемся дальше. Могу с уверенностью сказать, что другие города и поселения в игре сделаны намного лучше, чем Нью-Атлантис. Ковбойский городок Акила и киберпанковский город Неон, они вот по атмосфере, по освещению дадут прикурить просто Нью-Атлантису. Весь первый город покрыт плохо сделанной растительностью. И плохо это я еще мягко говорю. Растительность похожа на какую-то зеленую продресь. У меня еще из-за нее дикие тормоза, и вот резко снижается плавность игры. Еще один косяк, вот на мой взгляд. Ну вот сделали вы не очень хорошо растительность. Там, если присмотреться, она вообще какая-то плоская. Про это уже многие шутили в интернете. Ну хорошо, сделали и сделали. Но зачем ей весь город завешивать? Там весь город вот просто как плющом каким-то залеплен ей. Город действительно огромный. Надо куда-то пойти. Хорошо бы открыть карту и посмотреть, где что находится. Но в игре карт городов нет. Bethesda все-таки пообещала добавить карты городов. Там еще много прикольных штук, типа поддержка DLSS, поле зрения регулировка. И обещала поддержку долгие годы у этой игры. Я уж просто подумал, что кто-то реально посчитал хорошим решением в таких больших городах убрать карты. Я вот в порядке как бы юмора могу единственный плюс выжить, что тебе реально нужно самому исследовать город, ходить, запоминать все места. Лучше, конечно, делать это с картами. И переходим к заключению. С концовками и выводами постов и у видео у меня всегда сложно. И, кстати, такая же проблема у Старфилда. За первые несколько часов я насчитал вот 13 таких проблемных мест, большинство из которых можно было бы избежать, причем используя именно те ресурсы, которые в игре уже есть. Игра содержит широкий спектр развлечений, и в ней действительно очень много интересного. Самое неправильное, что вы можете сделать с этой игрой, это начать последовательно зачищать все вот эти пустые планеты с одинаковыми аванпостами. Я думаю, уже все поняли, что вот это 1000 или там 2000 планет, кто их вообще считал, сделаны просто для масштаба. Но это не значит, что вся игра состоит из вот этих пустых планет и больше в игре ничего нет. Я лично, как и многие, брожу в основном по квестам, причем желательно вот не по основному квесту, периодически отвлекаюсь на изучение всего остального. Вот квесты второстепенные, квесты фракций достаточно интересные, а вот главный квест Старфилда — это, пожалуй, худший их вот мейн-квест из всех игр. На самих планетах, вот на аванпостах квесты одинаковые, как бы принеси, подай, спаси из пещеры какого-то астронавта, но когда ты прилетаешь, кстати, в новую систему, с тобой связываются какие-то интересные личности, какую-то предлагают тебе задачу там или диалог хотя бы прикольный. Вот насколько я понял, вот эти все переговоры, встречи — это не сгенерированные события, это уже вручную расставленный контент. Ну и чтобы не заканчивать разбор на негативной ноте, могу перечислить быстро все плюсы игры. Это определенно арт и дизайн. Вот просто видно, что много сил было именно в это вложено. Конструктор кораблей и сами корабли. Ты можешь сделать абсолютно любой корабль, вот зависит от твоей фантазии. Корабли реально огромные, выглядят очень эффектно.
и они реально приносят тебе пользу, потому что ты можешь там хранить свой хлам, и у тебя там стоят твои вот эти верстаки для крафта и для исследования ресурсов. Как уже сказал, прикольные сайд-квесты, и вот игра генерит прикольные события. То есть ты идешь по планете, вокруг тебя взлетают, садятся корабли где-то вдалеке, и ты можешь реально дойти до этого корабля, проникнуть на корабль, опять же убить команду, угнать его, ну или просто украсть там все деньги, все ресурсы и свалить оттуда. Улучшили систему убеждений в диалогах, теперь это такая прикольная мини-игра, где реально интересно выбирать какие-то ответы. Игра, кстати, работает стабильно. Это тот случай, когда игра работает плохо местами, но стабильно. У меня вот она за 60 часов за все время ни разу не вылетела. Никаких модов, никаких русификаторов, и полет нормальный. Такие моменты, которые лично я вот сходу так вспомнил, возможно это не все, так что пожалуйста пишите в комментариях ответ на главный вопрос этого видео: дропнули вы игру в первые несколько часов или нет, и как вам вообще игра в целом. Также если вы шарите, напишите пожалуйста ответ вот на тот вопрос про технические ограничения, почему нельзя было сделать город цельным, как вы думаете. Большое вам спасибо за просмотр. Если вам был интересен мой материал, вот этот обзор игры Starfield, пожалуйста, как-то поддержите меня лайком, комментарием или подпиской на YouTube канал. Так мне просто будет понятнее, интересен вам такой тип контента или нет. Буду рад со всеми поболтать и обсудить игру в комментариях, и в том числе на прямых эфирах, которые идут на этом же канале. Также есть супер ламповые посиделки в Discord, где мы общаемся, обмениваемся новостями, и я анонсирую какие-то свои новые проекты. Еще раз всем спасибо, пока!